Приветствуем вас на канале Раиса Греченко, дача, сад, огород, цветы, мира и добра вам. Сегодня у нас агрогороскоп поливов растений в январе 2022 года. Время киевское. С помощью сайта «Часовые пояса мира» можно определить время своего региона, страны. Используйте карту, она легка в применении. Ну а мы начинаем. И начинаем мы с первых 2 дней, когда можно проводить не только поливы, но и подкормочки растений. Помните, это для северного полушария важно меньше в подкормках использовать удобрений, чем указано в инструкции. В этот период можно 50% использовать. Для тех же, кто живет в южном полушарии, и там лето, вы используете все 100% тех важных элементов питания, которые указаны и нужны растениям в этот период по инструкции. Итак, можно вот эти поливы подкормки проводить 1 и 2. И посмотрите, будьте внимательны, я уже сейчас пишу время, много у нас начинающих огородников. Постарайтесь поливы и подкормочки провести до 23 часов вечера. Для тех, кто уже знает, а те, кто только у нас начинает огородничество, хочу сказать вам, что время перехода между знаками идет 6 часов, плюс-минус 6 часов. Поэтому постарайтесь до 23 часов. А вот смотрите, 3, 4, 5 до времени перехода в знак рак до 16 часов. Вот этот период нельзя поливать растения. Это время дыхания. Близнецы, стихия воздуха. И если поливать в это время растения, корни начинают задыхаться и загнивают. Растения постепенно погибают. Желтеют и листья, и плоды, и осыпаются. Естественно, постепенно идет гибель растения. Запомните, эти дни и это время не используем для поливов. Зато же в знаке стихии воды, в знаке рыбы, после 16 часов 5, далее 6 и 7 января снова же до 23 часов постарайтесь полить. Хотя здесь дальше идет знак, который никакой пользы вода не дает, но постарайтесь до 23 часов эти поливы завершить. Причем, смотрите, у нас знак рак, и, казалось бы, должно быть еще и подкормочка. Но это полнолуние, а в полнолуние и так переизбыток энергии, поэтому в этот период мы не добавляем никаких подкормок. Они бесполезны и даже угнетают немного наши растения. Итак, у нас только поливы в этот период. Далее идет время без пользы. Мы писали бесполезные, но вот подсказки наших огородников, наших зрителей. Нет пользы. Вот таким образом мы пишем. Это лев. Это знак огня. Растение в это время не воспринимает воду. И никакой пользы вода для них не существует, потому что они вообще не заняты водными процедурами в этот период. Там совсем другие дела в клеточке происходят. И вот посмотрите, 8 нет пользы, и 9 и 10. А вот 10 уже после 17 часов, когда Луна зайдет в Деву, а это знак Земли, это дни корня, и будет 10 вечером, 11 и 12 снова же до 23 часов. Здесь очень важно до 23 часов, не позже, можно проводить поливы и подкормочки растений. Напоминаю, что это хорошее время 100% для тех, кто живет в теплых регионах, то есть южное полушарие. Ну и 50% идет для северного полушария, которое выращивают в основном сейчас то ли на подоконниках, или в обогреваемых теплицах. Идем дальше. Вот этот период, когда снова же нельзя поливать, выделяю красным, чтобы запомнили. Итак, 13, 14, 15 до 14 часов 15 никаких поливов для растений. Это знак стихии воздуха. Это время дыхания растений, это весы. Пожалуйста, отметьте и в этот период исключите поливы своих растений. Далее период очень хороший, стихия воды. Очень хорошо поливать вот после 14 часов, вот к вечеру. Можно и подкормочку уже вместе с поливом сделать 15, 16 и
смотрите, у нас еще один день в этот период. 17-го. Но с 17-го желательно до 19 часов. Здесь нет критического никакого такого положения, потому что следующий знак не дает никакой пользы. Но в плане того, что подкормочки, то подкормки, пожалуйста, до 19 часов, не позже. Далее вот этот период 18 и 19, это уже полностью работает знак Стрелец. И в это время ни поливы, ни подкормки не делаем. Нет пользы для этого времени. Тем более, что если подкормочку в это время провести по листьям хотя бы, то это будет болезненно для растений. В знаке стихии огня не делайте этого. И начинается дальше вот хороший период. Пожалуйста, там чуть-чуть у нас небольшой период, у нас перерыва было. И вечером уже 19-го в знаке Козерог мы можем после 21 часа заняться и поливами, и все, и только поливами. А почему? Смотрите, новолуние 21-го. И 20 и 21 в Козероге только поливы. В этот период рождается Луна, а рождение Луны – это рождение, новое рождение. Естественно, в этот период нельзя никаких подкормок, нужно просто не беспокоить в это время растения, кроме поливов, ничего не делаем. Итак, 21-го мы это можем сделать, вот эти поливы, до 13 часов 30 минут. Затем даем 6 минут для того, чтобы переход осуществился в знак Водолея, знак стихии воздуха. И смотрите, в стихии воздуха Водолея будет 21-го после 13:30 уже ощущаться. Естественно, это будет воздействовать на корни растений. Далее 22 и 23 до 19 часов нельзя поливать растения. Это знак стихии воздуха, Водолей. Ни в коем случае. Дайте возможность всем растениям дышать. Этот период именно для этого предназначен. А дальше вот хороший период, пожалуйста, теперь поливаем и подкармливаем. Позади рождения Луны растения начинают движение, и это движение требует и водички, и подкормок. Поэтому после 19 часов 37 минут, лучше после 20 часов 23-го, 24-го, все 24 часа. И вот 25-го будьте внимательны, постарайтесь подкормочки провести утром, потому что у нас вечером переход в знак Овен в 20:49. Надо, чтобы все вот эти питательные элементы с утра были даны растению. В данном случае у нас это уже, в основном это северное полушарие, это под корень поливается, поэтому можно это сделать утром, а для южного полушария 24-го вечером сделайте это по листьям. И вот эти поливы подкормки будут полезны. Затем бесполезные дни для того, чтобы использовать и полив, и подкормку. Подкормка даже опасна. Снова же знак стихии огня. 26-27 не поливаем и не подкармливаем. А вот уже 28-29, смотрите, 28 у нас очень хороший период. Начало в 1:44 и завершается у нас в конце, аж только 30-го, 10:36, и можно до 24 часов, до конца суток 29-го, и поливы, и подкормочки. Это очень важно. И то мы делаем, и это даст эффективность для растений. Но завершается месяц в знаке Близнецы, знак стихии воздуха, когда нельзя поливать растения. В эти дни никаких поливов, тем более никаких подкормок не проводим. Вот и подошел к завершению наше сегодняшнее видео, посвященное важной теме полива растений в январе 2023 года. Выпуск подготовили Раиса Греченко и Александр Волик. Нам остается пожелать вам всего самого доброго, здоровья вам и вашим растениям. До новых встреч на нашем канале. Вітаємо вас на каналі Раїса Горяченко «Дача, сад, город, квіти». Сьогодні у нас агрогороскоп поливу рослин в січні 2023 року. І час у нас київський. До речі, можна знати свій час свого регіону, якщо використати часові пояса світу
такий сайт є, використовуйте його і ви будете знати. Він на російській звучить «Часові пояса міра», і ви зможете узнати свій регіон. Ну, а для тих, хто користується уже українською мовою, для них немає значення, який час. Але якщо ви живете десь далеко, в інших країнах, то, будь ласка, використовуйте цей сайт і знання вашого часового поясу. І так, київський час. Ідемо далі. І починаємо прямо з 1 і 2 числа. У нас буде місяць в знаці Телець. Це зростаючий місяць і можна проводити і поливи, і підживлення. Будь ласка, будьте уважні, підживлення треба провести до 23 години вечора. Далі ми знаємо вже і нагадуємо, що для переходу із знака в знак необхідно 6 годин. 6 до, 6 після. Тому, будь ласка, до 23 години всі поливи та підживлення проводимо, а вже 3, 4 та 5 до 16 години ніяких поливів, тим більше не можна проводити і підживлення. Це час дихання рослин. Будь ласка, будьте уважні, ці дні не поливаємо. Інакше коріння починає гнити і рослини гинуть. Зате вже 5 січня увечері, після 16 години, коли місяць буде в знаці Рак, і тут він буде 6 та 7. З 7, будь ласка, будьте уважні, до 23 години, тут проводимо тільки поливи. А поливи проводимо тому, що повний місяць 7 при повному місяці в цей період необхідності в підживленні немає. Рослини в цей час отримують достатньо космічної енергії для того, щоб рости, розвиватися. І це момент повного місяця дуже важкий для рослин, тому, будь ласка, ніяких підживлень, а тільки поливи. Далі час, коли немає користі для рослини, користі в воді, в живленні. Це час буде 8, 9 та 10. 10 вже можна в Діві після 17 години займатися поливами. А це знак Лев, знак вогню, будь ласка, в цей час не поливаємо. Ввечері вже 10 в Діві після 17 години, 11 та 12, знову ж таки 12 до 23 години тільки можна проводити поливи та підживлення рослин. Вони будуть дуже ефективні. Йдемо далі. Далі у нас знак Терези, і він буде, місяць буде в цьому знаці 13, 14, 15 до 14 години 9 хвилин. В цей час не можна поливати. Це час, коли рослини зайняті диханням. Дихають і не можна їх закривати водою. При поливі коріння починає задихатися, загнивають коріння і рослина потихеньку гине. Тому, будь ласка, будьте уважні ще раз. Червоним кольором виділяю в рамці, коли не можна поливати рослини. Далі скорпіон. Це стихія води. Ось тепер можна вже і полити, і дати живлення нашим рослинам. Це можна вже робити 15 після 14 години, 16 всі 24 години і, будь ласка, 17 теж можна поливати і підживлення проводити, але це зробіть до 19 години. Ввечері вже місяць перейде в знак Стрілець, а Стрілець – це знак вогню. Будь ласка, до 19 години ефективними будуть поливи та підживлення. 18 та 19 січня немає користі від поливів і в цей час не можна проводити підживлення. Далі хороший період для того, щоб проводити знову поливи. А поливи у нас зв'язані з тим, що у нас новомісяча і в цей час рослини не сприймають воду. Будь ласка, будьте уважні. В цей час ми ні в якому разі не маємо робити підживлення. І це в нас проходить 19 з 21 години можна робити поливи, 20 і 21, будьте уважні, до 13 години 30 хвилин зробіть поливи. Далі починається час, коли вже входить в свої права водолій, хоча перехід в 20-30 вечора.
Будьте уважні, з цього моменту, з 13:30, не поливайте ваші рослини. Не можна поливати рослини також 22 та 23 до 19 години 37 хвилин, а краще до 20 години. Це у нас стихія повітря. Будь ласка, не поливаємо, червона рамочка. А вже ввечері 23-го в знаці риби можна починати і поливи, і підживлення. Це можна робити буде 24-го, а також 25-го. Будь ласка, підживлення краще зробити зранку з поливом, тому що ввечері вже в 20:49 у нас починається час стихії вогню. Місяць перейде в знак Овен. Будь ласка, до 20-ї години поливи та підживлення. 26-го, 27-го нема користі не в поливах, тим більше в підживленні. А ось уже 28 та 29 дуже гарний час для поливів та підживлення. Причому 28-го після першої години можна починати вже вночі, хто цим займається, після другої години, перша година 44 хвилини, перехід в знак Телець. 29-го закінчить поливи до 24-ї години ночі. І закінчиться місяць у нас в знаці Близнюки 30 та 31 січня. В цей час, ці 2 дні, не можна поливати рослини. Будьте дуже уважні. Час нашого відео добігає до завершення. Його підготували Раїса Горяченко та Олександр Волік. Зустрінемося в наступному відео. А поки ми вам кажемо, бувайте всі здорові! До нових зустрічей!